И орешек насыпал. Неужели он кушает орешки сладкие? Я для бурундуков насыпал. Вот он. Вот он. У него тут норка. Время 18 часов 15 минут. Я затопил баню. Я думаю, минут 20. И она нагреется. Дровишки. Вот как это прекрасно все выглядит. Смущает меня только труба очень низенькая, конечно, у баньки. И трава какая-то растет там. Ну, буду следить. Вот такой прекрасный вечер. Ветер стих, банька топится. Плохо только прогревается. Но я думаю, сейчас протопится и будет хорошо. На озере штиль. Ветра почти нету. Вот такая, собственно, вышла банька. Я ожидал, конечно, большего. Я думал, я тут прям попарюсь. Но чтобы тут попариться, нужно очень хорошо ее протопить, конечно.
Ну вот согреть воды, вот эту вот кастрюльку горячей мне удалось. В тазике я принес холодной воды. И в принципе я помылся. Здесь не холодно. Можно немножечко на камне воды поддать, и пар идет. Но я не стал сильно раскочегаривать. Я думаю, мне хватит. Я помылся, я очень доволен. Пойду в свой домик. Лежа в теплом спальнике, я решил сделать обзор сегодняшнего дня. Ну, во-первых, для меня новшество. Я первый раз в жизни планирую ночевать в избе. До этого никогда в избе не ночевал. Для меня это новый опыт. Мне стало интересно. Всегда к избам относился очень скептически, потому как они обычно грязные, все такие, которые мне встречались, и неуютные. Но эта изба мне показалась, в принципе, достаточно неплохой. Несколько причин, почему я решил спать в этой избе. Во-первых, на улице холодно очень. Я подумал, что все-таки изба не на земле стоит, то есть от земли имеется расстояние приличное. Это во-первых. Во-вторых, стены все-таки, плюс отделка внутри пленкой, значит, не будет ветер дуть. Потому как когда я пришел сюда, был жесткий ветер просто. Плюс, немаловажный такой момент, это безопасность. Все-таки здесь дверь есть, крючок есть. Потому как шел сюда, видел следы медведя. А это как бы, определенно неуют. Ощущаешь, когда спишь в палатке, знаешь, что где-то все равно рядом есть зверь. Вот. Плюс не надо ставить палатку. Соответственно, утром можешь сэкономить время. И вечером можешь сэкономить время, не разбивать лагерь. И именно по этим причинам решил попробовать провести ночь в избе. Честно говоря, сейчас ощущаю себя, это третья моя ночевка, осенью, 25 сентября сегодня. Ощущаю, что на улицу и в избе очень холодно. То есть я уже подмерзаю. До этого я особо не подмерзал, несмотря на то, что вчера шел снег. Но сегодня самая высокая точка. Озера находятся, Нижняя Шавлинская, она находится практически на 2000 метров. Если я не ошибаюсь, 1950 метров. Все-таки ощущается. Хочу завтра возвращаться. Честно говоря, не уверен, что я могу дойти за один день. Это 37 километров отсюда. Это большое расстояние достаточно. Ну и нет такой самоцели дойти за один день. Если дойду до Ройского перевала, день там и заночую. Там есть вода, там есть, в принципе, дрова. И можно заночевать. Я думаю, там потеплее будет, чем здесь. По крайней мере, 2 предыдущие ночи я вообще не замерз. Планировал сходить на Верхнее Шавлинское озеро, но придя в этот лагерь, я передумал. Решил сделать себе полудневку. И отсюда видно высоту Верхнего Шавлинского. То есть на той высоте уже полностью лежит снег. Достаточно все холодно. Нужно было идти еще 9 километров в две стороны. И я решил это оставить на потом. И сегодня уже туда не ходить. В принципе, не жалею, потому как я истопил баньку. Честно говоря, если бы я сразу пришел и знал, что вот сейчас вечером будет такой холод, я бы, наверное, остался спать в бане. Там есть печка, печку можно затопить. Что я и сделал, помылся. И, в принципе, спать в тепле и не заморачиваться. Но я не знал, что будет так холодно, плюс этот домик мне показался более уютный, чем баня.
Ну, я решил остаться здесь. Сейчас я уже, конечно, переезжать никуда не буду. Ну вот, собственно, и все. Завтра будет путь назад. Такой прекрасный зимний лес. Просто зимняя сказка. Красота. Возвращаюсь в поселок Чибит. От Нижнего Шавлинского озера до места, где у меня стоит машина, это на базе, 37 километров. Я решил попробовать пройти это расстояние за день. Не то чтобы сильно хочется скорее уехать, скорее нет, но хочу себя испробовать. Я не проходил такие расстояния за один день, поэтому хочу попробовать, смогу или нет. Ой, зацепился. Если не смогу, ничего страшного, заночую еще одну ночку. Вот так вот. Такой вот, полюбуйтесь, какой красивый пейзаж. Долина реки Иштык-Коль.
Просто прекраснейшие виды. Плата и Штык-Коль. Вечер, суббота, 26 сентября. Сегодня полдня шел снег. Ну, вот на Плата и Штык-Коль его, кстати, немного. А вот с долины реки Штык-Коль и долине реки Шавла снега прилично было. Я прям сегодня шел полдня в таком снежной пурге. Прекрасное место. Но холодно здесь, конечно. Сделаем небольшой обзор очередного домика. На карте обозначен как дом алтайцев, где летом продают молоко, хлеб. Вот, можно посмотреть. Сейчас здесь никого нету. Здесь можно зайти. Калитка крепко закрыта, поэтому мы ее не будем трогать. Вот здесь можно зайти. Окна со стеклом, что уже говорит о том, что дом качественный для подобного рода строений. Кстати, вот термометр. -3 получается, да? Или -2. Но все равно прилично. А здесь что у нас? Ну, он закрыт крепко, поэтому я, наверное, не буду его открывать. Так, можно посмотреть, что там. Нары, кровать, стол. Ну, все, в принципе, неплохо. Поэтому, раз крепко закрыто, я и не буду открывать. Вальничек. Беседка есть такая. В принципе, симпатично.
подошел к концу мой поход в сентябре 2020 года на Шавлинские озера. Очень понравился мне поход. Кстати говоря, солнышко сегодня, можно сказать, первый день, как я выхожу с похода. А все 5 дней была погода такая, так скажем, тяжелая. И дождь был, и снег был, и мороз в горах. Вода застывает, вплоть даже по берегам ручьев. Поэтому было нелегко. Но поход очень понравился. Осенние походы имеют свой шарм. Ну вот и все. До новых встреч.